течение последних 2 недель в столице Армении идут уличные акции армянских националистов. Окруженные транспарантами, флагами и другой протестной атрибутикой сотни людей собираются, чтобы послушать речи 30-летней давности. Каждый раз, когда кто-то из спикеров с трибуны выкрикивает «Миацун», толпа подхватывает клич и начинает интенсивно выбрасывать вверх над головой сжатую в кулак руку в поддержку главного лозунга армян за отторжение Карабаха от Азербайджана и присоединение его к Армении. Эти акции – попытка воссоздать то, что творилось в Карабахе в 1988 году. Тогдашние митинги местных армян привели к вооруженной напряженности, а позже и войне в Азербайджане. После проигрыша Армении в 44-дневной войны и подписания акта капитуляции Пашиняном, приезжему человеку нынешние акции бывших сепаратистских лидеров могут показаться по меньшей мере странными, иногда даже смешными. Все происходящее легко списать на пропагандистский ход националистов, организовавших все эти действия. Но как бы ни оценивалось происходящее спустя столько лет в российском огрызке Карабахе, и в Армении по сей день с трудом найдется человек, готовый допустить, что карабахское движение было ошибкой. В Карабахе полно памятников и религиозных мест, которые для азербайджанцев крайне важны. В культуре, истории, литературе азербайджанцев было немало важных деятелей, которые происходили из этого региона. После заселения царской России армян в Карабах, армяне начали претендовать на вес Карабах. Царская Россия, а потом большевики старались разделить этот регион Азербайджана между армянами и азербайджанцами, пока никому не удавалось разделить этот регион так, чтобы в полной мере удовлетворить претензии армян. Армянские националисты, вырисовывая границы на карте, претендуя на земли Азербайджана, не давали возможности местным жителям начать основательное и стабильное сожительство. Одна из последних попыток поделить Карабах была предпринята большевиками во главе Сталиным с подачи Анастаса Микояна. По его приказу горная часть региона, заселенная преимущественно этническими армянами, была преобразована в автономную область с хоть и ограниченным, но все же определенным уровнем суверенитета по отношению к азербайджанским центральным властям. Окружающие горы и равнины разделили на районы с преимущественно азербайджанским населением и прямым руководством Баку. Такое деление при Центральном управлении Москвы позволило на время удовлетворить претензии армянских националистов. Но старые претензии армянских националистов мгновенно дали о себе знать, как только пошатнулась целиком вся система госуправления Советского Союза. Все началось с Гадрута, небольшого города на самой южной окраине, горной части Карабаха. Последние 2 века это место приобрело важное военно-стратегическое значение в попытках сначала Российской империи, а потом и Советского Союза обезопасить свою южную границу с Ираном. В этом городке в восточно-азербайджанском архитектурном стиле с домами, прикрепленными к горам вдоль устья реки, до сих пор чаще, чем где-либо еще в Карабахе, можно найти человека со знанием русского языка. Отсюда происходят все главные лидеры армянского националистического движения, акции которых в 1988 году спровоцировали многотысячные митинги в Ханкенде, потом в Армении, а затем и войну с Азербайджаном. Сначала в 1988 году армянские националисты изгнали 250 тысяч веками живших на своей земле азербайджанцев, потомков Ереванского ханства. Из теперешней Армении с ростом напряженности в армянские населенные пункты пошло оружие, первоначально от советских полков, которые с распадом Советского Союза стали расформировывать и выводить из региона. Часть вооружения советские офицеры элементарно продавали, а часть в постановочной краже позволяли забирать местным армянским бандформированиям, которые к тому времени вовсе перестали кому-либо подчиняться. Полномасштабная война началась в 1992 году в другой части Карабаха, недалеко от Агдама. После 2,5 лет вооруженного противостояния и 2 десятков лет после войны, этот самый крупный город региона, Агдам, до 44-дневной войны, лежал в руинах. Для оккупации Карабаха армянам, по признанию же армянских высокопоставленных лиц, помогали руководители России и оружием, и всем тем необходимым. Так бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, вспоминая период своего пребывания на должности премьер-министра Армении, особо отметил отношения с бывшим премьер-министром Российской Федерации Егором Гайдаром в это время. Грант Багратян заявил, что Гайдар в начале 90-х сделал многое для Армении, и его вклад неоценим. Вот цитата:
Когда летом 1992 года мы терпели поражение, не было выхода, враг вошел в Ганзасар. Все рушилось, я еще не был премьер-министром, и кажется уже было решение, что они, азербайджанцы, войдут в Степанакерт, а потом сядем, поговорим. У азербайджанцев были воздушные силы, а у нас не было. Уже потом, в 1993 году, когда я стал премьером, мы в течение 2 недель создали эффективную противовоздушную оборону. Против этой воздушной силы нужно было бороться, и мы получили возможность вести воздушный бой в Мартакертском районе. Я не хочу сейчас говорить больше. Именем Гайдара нужно назвать одну из лучших улиц этого города, и в Степанакерте тоже. Я надеюсь, уверен, что это произойдет. «Если бы не было бы Гайдара, не было бы Карабаха», сказал Грант Багратян. По свидетельству известного журналиста Невзорова, против азербайджанцев даже воевала элитная Псковская дивизия воздушно-десантных войск Российской Федерации. А то, что 366-й полк Российской Федерации, дислоцирующийся в Ханкенди, напрямую участвовал в штурме и резне Азербайджана населенного городка Хаджалы, это уже давно доказанный факт. 366-й полк там играл главную роль. На нашу сторону перешел армянский офицер, который сейчас один является командующим. Агдамский район, так же как 6 регионов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской области, в том числе Кельбаджарский, Лачинский, Зангеланский, Физулинский, Губадлинский и Джебраильский районы, не были частью Нагорно-Карабахской автономной области. Но армянские войска с помощью России оккупировали эти 7 районов, изгнали из своих домов более 700 тысяч азербайджанцев и продолжали удерживать под своим контролем со времен подписания соглашения 1994 года о прекращении огня до 44-дневной войны. Во всех этих 7 регионах армяне ничего не строили, наоборот грабили, увозили, чего могли увезти, распродавали оставленное азербайджанцами имущество, разрушали недвижимости, одним словом занимались только мародерством, варварством и вандализмом. Доказательство этому армянский журналист Роман Багдасарян признал, что даже надгробные камни из азербайджанских могил высокопоставленные лица армян забирали и продавали. Все могилы вырыли в поисках золотых коронок от зубов. В мировой истории трудно найти пример хуже, чем вышеописанный эксцесс. Все превратили в руины. Российский журналист грузинского происхождения Гия Саралидзе Агдам назвал Хиросимой Кавказа. Все эти 7 регионов или около 300 населенных пунктов вдоль и поперек были усыпаны развалинами стен домов, в которых жили этнические азербайджанцы. С 1994 года шли переговоры между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Минской группы Организации безопасности Совета Европы о возврате территорий. Первоначальное требование Баку в переговорах с армянской стороной было возвращение именно этих 7 регионов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской области. Именно из этих мест происходит большинство из 700 тысяч азербайджанских беженцев из зоны конфликта. Эти 7 районов фиксировались как оккупированные территории даже на резолюциях Совета Безопасности ООН, принятые еще в дни вооруженного противостояния 1990-х годов. Взамен на возвращение хотя бы части равнинных территорий, Баку был готов способствовать открытию границ и началу экономического сотрудничества с Арменией. К этому процессу обещал подключиться и Турция. По свидетельству президента Беларуси Александра Лукашенко, Баку даже был готов заплатить $6 миллиардов за возвращение этих 7 районов и поднять экономику Армении. Но тогдашний президент Армении Серж Саргсян отказал, ответив: «Пусть Алиев откажется, я заплачу 7 миллиардов, непонятно». Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе, если ты уже... Пусть я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от этого. Кем себя и свою карликовую Армению этот карлик Лилипут возомнил. Но очень жаль, что с помощью таких привлекательных экономических перспектив не удалось добиться освобождения оккупированных азербайджанских территорий и налаживания мирной жизни. Наоборот, армяне пошли еще дальше. Включая 7 районов вокруг бывшей автономной области, на оккупированных территориях объявили о создании второго армянского государства Нагорно-Карабахской республики, позже Арцахской республики. В 2018 году в Армении произошла бархатная революция, вышеуказанного карлика свергли. К власти пришел вроде демократ Никол Пашинян. Первые времена он дал надежду, что он вопрос решит мирным путем. Со временем под давлением националистов свернул с мирной пути, переговоры зашли в тупик.
И однажды, наевшись шашлыка из свинины и под дурью тутовой водки, Никол Пашинян в «Жемчужине» Азербайджане в Шуше произнес фразу «Арцах – это Армения» и точка. А его жена Анна Акопян пригласила Мехрибан Алиеву в Шушу пить чай и слушать мугам. И еще грозилась оккупировать новые земли. Ստատուս էր գրելով, որ իրենց բոլորի երազանքն է, թե Մեհրիբան Ալիևան նկատի ունի, որ ինքը իրենց երազանքը վստահեցնում են, որ այդ երազանքը անկատար կմնա. И другие высокопоставленные чиновники Армении грозились новая война, новые территории. Надежды на мирное решение окончательно рухнули. Жить в составе Азербайджана и под его центральным управлением армяне всегда демонстративно отказывались. Перспективу признания независимости Карабаха, предлагаемую в Ереване, категорически исключал Баку. Отсюда и заявление президента Ильхама Алиева о том, что даже Ереван находится на исторических землях Азербайджана, что, как он не раз ранее заявлял, исключает признание Баку, второго армянского государства, на азербайджанских землях. Тупик в требованиях Армении складывался годами, но особенно усилился за последние 10 лет, когда Армения и Азербайджан стали открыто готовиться к войне, закупая оружие, в основном у России. В результате этой гонки вооружения эти две страны вошли в пятерку самых милитаризированных в мире. В открытой части доклада национальной разведки США 2018 года в числе главных угроз постсоветского региона назывался возможность широкомасштабных военных действий в Карабахе. Риск войны стал реальным после трехдневного вооруженного столкновения в апреле 2016 года, которое внесло около 200 жизней. За последние 3 десятка лет этот светский регион преобразовался в военизированную структуру. Все местное армянское мужское население в обязательном порядке проводил 2 года в окопах на прифронтовых военных позициях. Большинство из тысячного местного населения служил и работал в вооруженных частях вдоль 150 километров линии контакта. 12 июля 2020 года вооруженные силы Армении напали на Тавузский район Азербайджана, где проходили международный стратегический нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум, а также железные и сухопутные дороги Баку-Тбилиси. В ходе тавузских боев Пашинян нагло заявил, что Армения может лучше защищать международные трубопроводы, терпению пришел конец. В ходе боев на участке армяно-азербайджанской госграницы в Тавузском районе в совершенстве была продемонстрирована военная стратегия и обороноспособность Азербайджана. В этих сражениях 12 июля 2020 года азербайджанские вооруженные силы показали смелость, отвагу и высокую боеспособность. Это военная победа доблестных вооруженных сил Азербайджана в боях на участке армяно-азербайджанской госграницы в Тавузском районе стало началом полного освобождения суверенных азербайджанских территорий, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией. 27 сентября 2020 года началась Вторая Карабахская война. В течение 44 дней азербайджанская армия разгромила непобедимую армянскую армию, в кавычках, и освободила 80% оккупированных территорий, в том числе жемчужину Азербайджана, город Шушу. От ударов азербайджанской армии армянские солдаты еле уносили ноги, оставив на поле боя оружие, боеприпасы и военную технику. Хозяин армян России сколько бы ни помогала оружием, боеприпасами, все напрасно. Армяне проигрывали. Тогда коварная Россия напрямую вмешивалась, введя свои войска в Карабах под именем миротворцев. И этим Россия не дала Азербайджану решить свою проблему раз и навсегда. Сегодня с помощью Европейского Союза решается вопрос о взаимном признании территорий, открытии всех коммуникаций, делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией и мирный договор. Этого сильный Азербайджан добьется или мирным путем, или силой оружия. Давайте подведем итоги, чего добились армянские националисты оккупации азербайджанских земель в течение 30 лет. Явно ничего. Только проигрыш, оккупированные земли освобождены. Нет никакого Нагорно-Карабахской республики или республики Арцах. Нет никакого статуса, статус пошел к черту, горит в аду. Армянская экономика является слабейшим из-за блокады Азербайджаном и Турцией. А после освобождения оккупированных земель весь мир увидел, каким варварством армяне занимались на этих землях. Еще одна сторона армянского провала –
это крах всей армянской военной мифологии. Карточный домик россказней про правопреемников Тиграна Великого, Нижде, Андроника рухнул. Вместо героев-освободителей после развалин Агдама и других населенных пунктов мир увидел вместо организованной армянской армии сброд ущербных мародеров. А этим и Армения, все армянство опозорились на весь мир, поэтому президент Евросоюза Шарль Мишель Пашиняну, хотя дипломатичным, но открыто заявил: снижайте планку требований. Результат – армянские националисты остались ничем, вернее у разбитого корыта, с расширенным яраблуром. Потому что священная карабахская земля не прощает варваров. Дорогие зрители, как знаем и то, что лучший способ предвидеть и упредить беду в будущем – это действенно помнить о прошлом. В том числе и о том, что было ровно 30 лет назад. Отважный парень был, 19 лет. На этом сегодня все. Если вам понравилось данное видео, то не скупитесь на лайки и комментарии, а также обязательно дополните мнение экспертов своей точкой зрения. Мы же прощаемся с вами, чтобы уже совсем скоро вновь выйти в эфир и рассказать о самом важном, интересном и спорном. Оставайтесь на связи, друзья. До встречи!